Всем привет! В этом видео я буду делать новый нож с необычной системой фиксации и дизайном, напоминающим кинжал. 5 лет назад я уже делал подобный нож с системой Backlog. Этот нож будет продолжением старой версии с обновленным дизайном и другими пропорциями. В механике ножа роль замка будет выполнять спейсер, в котором будет находиться пружина, толкающая его для запирания клинка. Конструкция довольно простая, единственная сложность – это сам замок и требуемая точность подгонки всех деталей. Для исполнения я заказал электроэрозионную резку деталей. Такая резка не повреждает закалку и режет с очень высокой точностью. Для начала я выравниваю плоскости деталей. На замке будет приклепана пятка из титана. Чтобы сократить количество клепок, я использую титановую трубку, которая одновременно будет являться и клепкой, и дыркой для темляка. Клинок я делаю стандартно. Размечаю центр сведения спусков. Сначала на клинке я снимаю спуски, а затем уже фальш-спуски для облегчения клинка и придания кинжального вида. Заточка клинка. Клинок получился очень тонким и острым. Я добивался его геометрической четкости и симметрии. Рукоять представляет собой две накладки из G10. Сначала я сверлю отверстия под болты и пины. Затем обтачиваю внешние контуры и придаю скругленную форму. Последний этап — нарезка полосок на рукоятках. Они придают большую ухватистость и отсылают к старинным кинжалам. Клипсу делаю из 1,5 мм титановой пластины. Ей я придаю форму при помощи газовой горелки.
И вот, когда будущая клипса приобрела нужную форму и получила отверстие под болты, я начинаю обтачивать внешние контуры. Затем придаю ей красивый сатин и скругляю грани. Теперь, когда все детали готовы, я начинаю сборку. Под замок я подкладываю шайбы, чтобы он легче двигался и не засорялся от пыли и песка. Вставляю пружину. Все закрываю и закручиваю болты. Последним этапом креплю шпинек и клипсу. Рукоять полупрозрачная, и сквозь нее проглядывает шайба и механика. Вес получился 75,8 грамм. Длина в сложенном виде 113 мм, толщина рукояти 10 мм. В сложном состоянии клинок подпружинивается для безопасности, легко открывается, механика работает отлично. Баланс чуть дальше указательного пальца. Рукоять ножа удобна как прямым, так и обратным хватом. Для того, чтобы закрыть, нужно потянуть пятку на себя. Также я вырезал красные рукояти. С ними нож начинает выглядеть иначе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. Ставьте лайк, если понравилось видео. Также можете зайти в мой инстаграм, там я выкладываю много свежих фотографий, посвященных ножам и их созданию.